Новый сериал киновселенной Marvel WandaVision перенес Алую Ведьму и Вижна в мир, который выглядит в точности как ситкомы прошлых лет. Главных героев окружают многочисленные соседи, в том числе и ближайшая из них – Агнес. Как мы подозревали и как узнали из 7-го эпизода, Агнес оказалась никем иным, как ведьмой по имени Агата Харкнесс. В то время как в комиксах Агата выглядит очень пожилой, в сериале она намного моложе, что помогает ей играть свою роль в телешоу Ванды. В этом видео я перечислю 10 фактов об Агате Харкнесс, которые помогут вам лучше узнать ее и предположить, как будут развиваться события в сериале дальше. Погнали! Номер 1. Агате больше 12,5 тысяч лет. Да, это правда. Ей на самом деле больше 12,5 тысяч лет. Ее первое появление произошло в 70-х годах в комиксе «Фантастическая четверка» номер 94, авторство Стэна Ли, Джека Кирби, Джо Синнета и Сэма Розена. А в комиксе «Серебряный серфер» номер 135, 98 года выпуска, авторство Дэма Тейса, Тома Грумита, Мэтта Райана, Тома Смита и Джона Констанца, мы узнали, что Агата помнит времена, которые были за 500 лет до затопления Атлантиды. А мы точно знаем, что во вселенной комиксов Marvel Атлантида была затоплена в 10500 году до нашей эры. Номер 2. Харкнесс предала себе подобных в Новом Салеме. Агата Харкнесс была ведьмой и очень много сделала для своего выживания. Это было особенно важным, когда она жила в Новом Салеме, где встретилась с многовековыми ведьмами и присоединилась к ним. Со временем Агата стала главой этой группы и в конечном итоге сдала своих соплеменников властям, которые ловили и убивали ведьм. Никто не знал, что главной ее целью было избавить Новый Салем от слабых ведьм, чтобы сделать свое влияние еще сильнее. Номер 3. Она была няней у Фантастической четверки. К тому времени, когда Marvel представили своих первых супергероев, Агата Харкнесс уже вышла на пенсию и помогала нуждающимся детям. Все изменилось, когда Фантастическая четверка начала поиски няни для Франклина Ричардса. Когда Агата поняла, что Франклин может обладать большой силой, она взялась за эту работу и помогла ребенку развить свои способности. В итоге Агата даже сблизилась с Фантастической четверкой и помогала им в различных миссиях. Номер 4. Агата – могущественная ведьма. Агата Харкнесс долгое время скрывала свои силы, но в конце концов она призналась в Фантастической четверке, что она ведьма. Агата была не только ведьмой, но и очень могущественной колдуньей, одной из самых сильных известных в то время. За много лет сотрудничества с Фантастической четверкой, а потом и с Мстителями, Агата Харкнесс зарекомендовала себя как могущественный союзник. И пускай она не могла драться, ее заклинания, телепатия, астральная проекция и энергетические стрелы, которые наносят большой урон, были бесценными ведьмовскими способностями. Номер 5. Ее сын Николас Скретч. Одним из первых врагов Фантастической четверки был могущественный колдун Николас Скретч. Его первое появление произошло в 1977 году в комиксе «Фантастическая четверка» номер 185. Он прибыл в Новый Салем и осудил Агату за предполагаемое предательство общины. Оказалось, что Николас был сыном Агаты, и когда он привел в Новый Салем Фантастическую четверку, Скретч потерял поддержку общины. Со временем он неоднократно возвращался, и когда в конце концов был побежден и заключен в тюрьму, Агата признала его своим сыном. Номер 6. Агата заставила исчезнуть детей Алой Ведьмы. Когда Франклин Ричардс подрос, услуги Агаты Харкнесс в Фантастической четверке стали больше не нужны, и Агата начала работать с Алой Ведьмой. Когда у Вижна и Алой Ведьмы родились близнецы, Агата стала их няней и присматривала за ними. К сожалению, Ванда создала своих детей с помощью магии, используя для этого фрагмент души Мефисто. В комиксе «Мстители Западного побережья» номер 52 за авторством Джона Бирна, Майкла Маккиана, Бона Шарона и Билла Окли дети исчезли, а Агата стерла из разума Ванды все воспоминания о них. Номер 7. Агата была первым учителем Алой Ведьмы. После того, как Ванда лишилась своих детей, Агата Харкнесс помогала ей научиться лучше контролировать свои силы. Многие, в том числе и Мстители, понимали, что Алая Ведьма обладает очень сильными способностями к магии хаоса, и для обучения Ванды принципам контроля этой силы Агата подойдет лучше всего. Доктор Стрэндж хотел взять Ванду в ученицы, но она предпочитала отдавать все свое время Мстителям. Агата смогла помочь Алой Ведьме, и ее силы возросли настолько, что она даже смогла воскресить Чудо-человека. Но, к сожалению, Алая Ведьма так и не научилась всецело контролировать свои силы. Номер 8. Алая Ведьма убила Агату Харкнесс. Судьбоносной для Алой Ведьмы стала сюжетная арка «Дом М». Эта арка перетекла в другой сюжет, известный как День М, в котором Ванда уничтожила всех мутантов и стала главным врагом Людей Икс.
Когда Ванда вспомнила, что у нее были дети, которых забрали у нее в том числе и с помощью Агаты Харкнесс, Ванда убила ее, тем самым лишившись поддержки самих Мстителей. Ванда напала и на них, тем самым запустив знаменитую сюжетную арку «Раскол Мстителей». Номер 9. Она была воскрешена матерью Алой Ведьмы. В серии комиксов «Алая ведьма» 2015 года было заполнено множество пробелов в прошлой жизни Ванды и открылось много нюансов о ее происхождении. В 13-м номере этой серии Ванда нашла Агату на Ведьмовской дороге, а потом там же встретила и свою мать, Наталью Максимов. Втроем они сражались с абстрактной сущностью хаоса. Наталье пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти богиню чародейства, но перед этим она помогла воскресить Агату Харкнесс и вернуть ее в мир живых. Номер 10. Сейчас Агата работает вместе с Дочерями Свободы. В 2020 году во вселенной Marvel появилась новая команда, у которой была давняя история, но действия которой были засекречены. Это была женская команда под названием Дочери Свободы, и она, как водится, боролась со злом и спасала мир. Изначально в эту команду входили Харриет Табман, Алекса Волков, Пегги Картер и, собственно, сама Агата Харкнесс, которая обучала их магии. Сейчас Агата все еще работает с Дочерями Свободы, в частности, она помогает Шури объединять между собой науку и магию. На этом все. Читайте комиксы, смотрите комиксы, любите комиксы. До встречи!